Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, и я рада приветствовать вас на своем канале. Благодарю за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Благодарю также, очень сильно благодарю тех, кто финансово поддерживает данный канал, поддерживает мою работу и настолько ценит ее. Поэтому точно знаю, что вам вернется в разы больше. Я это не только желаю, я это знаю. Сегодня посмотрим на колоде Ленорман «Золотые мечты». Послание от высших сил для вас. Что вам нужно знать прямо сейчас? Вот выпадала книжечка закрытая. Это значит, то, что для вас закрыто сейчас, вам сейчас откроют дверь, откроют окошко. Что-то касательно семьи выпадает опять, вижу. Касательно семьи. Что вам нужно знать прямо сейчас? Давайте посмотрим сначала на сферу, которая нам выпадет первая. Что нужно знать прямо сейчас? Подумайте сначала о себе, любимом, любимой, и приступим. Вам говорят, что в данный момент вам сейчас открывается какая-то дверь. Вы стоите сейчас на выборе, и вы не знаете, в какую дверь именно нужно войти, по какой лестничке подняться, по какой лестничке нужно пройти для того, чтобы правильно сделать этот выбор. Да, что-то касательно все-таки семейных ценностей. Возможно, принятие решения главного для себя, именно касательно семьи. Возможно, ссоры, ругань происходит сейчас в данной сфере, и вам нужно принять для себя какое-то важное решение. Итак, вот эта отправная точка. Все-таки что-то касательно семьи. Что вам хотят сообщить? Для вас действительно пока не только не ясен путь. Для вас вообще закрыта. Вот эту тему вы бы давно хотели уже давно закрыть. Но она, вот как дамоклов меч, висит над вами. Вы пытаетесь решить эту проблему, которая для вас вот каким-то грузом висит прям. Найти какой-то мостик. Возможно, отношения с семьей, с членами семьи для вас сейчас очень важна. И сейчас для вас вот эта проблема, которая задевает вас вот как за живое, вам необходимо вот срочно решить. Ну, об этом сообщают высшие силы, что да, для вас это важно. Что в итоге нам советуют? Вам говорят, что тучи развеются, и вы, как мудрая лисичка, поступите правильно, решите данный вопрос в пользу стабильности, и все будет, по сути, хорошо. Вот, то есть вот эта тема семьи, тучки развеются, и в вашем пространстве, в вашей семье будет все хорошо, слажено, и как раньше вы, как главное лицо, которое сейчас взяло ответственность на себя и принимает важные решения, возможно, вы мама, либо чья-то дочь, чей-то сын, вы принимаете на себя ответственность, решаете эту проблему, вы разгоняете точки, вы вносите некий юмор, возможно, в какую-то сложную ситуацию выглядывает солнышко, и вот на фоне в семейных каких-то спорах здесь решается вопрос. Вот такую информацию нам решили донести высшие силы. Хорошо. Еще какая сфера? Что еще нам говорят? Была какая-то очень сложная, тяжелая ситуация, связанная с вашим будущим, которая требовала ожидания, большого количества времени. То есть вы уже долго ждете. Тут действительно задействована сила времени. Хоть и говорят, что у Вселенной нет времени, но здесь на Земле для нас время играет очень важную роль. И мы считаем минуты, да, в нашей жизни, которые мы провели либо с пользой, либо с не очень большой, да, пользой для себя. И вы понимаете, что очень много времени было потрачено. Это как
тоже какой-то груз висит над вами, и вы понимаете, что будущее ваше зависит от того, насколько быстро будет решена какая-то проблема. Что же это? Что же это? Перемены в вашей жизни. Резкие какие-то. Зависят от людей, от разговора с мудрым человеком. Возможно, это касательно переезда, перемещения вашего. Что-то новое стремится в вашу жизнь. Вот это что-то новое может быть связано с перемещением либо с переездом. Тут даже может проигрываться вообще другая страна, большое расстояние. Возможно, и ваша семья тоже задействована будет в этом. Либо вы от семьи, отделяясь, да, делаете какой-то шаг, потому что это можно рассматривать и как один из этапов, да, но и на что нужно обратить внимание, одну ситуацию, так и вместе слаженно и эту ситуацию, о которой нам сейчас говорят, следующие 9 карт, да, тоже описывают, например, момент, что вам говорят о немедленном решении, связанном с движением, либо совместно с семьей, да, либо от семьи, отделение какое-то может быть у кого-то. Ну вот как вариант проигрываться. То есть здесь может быть перемещение. Здесь как новое в вашей жизни, какое-то новое событие, новое веяние, новый какой-то шаг. Может что-то касаться детей. Вам потребуется, будто бы, знаете, как совет, мудрость какого-то человека, переговорить с кем-то для того, чтобы принять этот шаг. Быстрое решение, вот опять же, что тут еще говорят. Если все вместе читать то, что здесь, вот такой поток идет. Важное решение в вашей жизни, это выпала первая же карта, касательно вашей семьи, касательно вот тех людей, событий, обстоятельств, которые влияли на вас. Так, видно вроде бы, на вас и на вашу семью. Теперь важным событием, новым для вас событием будет переезд. Это касательно вашего будущего, ваших стабильностей, изменений в вашей жизни. И теперь нужно принимать это решение быстро, то есть выбор нужно будет делать быстро. И для того, чтобы сделать этот выбор как можно правильнее, как можно быстрее и правильней, вам необходима будет помощь человека, мудрого человека. То есть совет мудрого человека. Так, здесь говорят о союзе, объединении. В переломном моменте, когда вы, принимая правильное решение, приходите к союзу. Это может быть объединение семьи. Это может быть новый шаг, если это касается любви. Так как у нас задана была тема именно семьи, семейных отношений, семейной ценности, здесь как раз как продолжение вы приносите, вот эти изменения приносят радость, то есть когда вы делаете правильный выбор, в вашей жизни наступает такой расцвет. Это правильный выбор, это правильный союз с очень верным, честным человеком. По сути, это честное решение по отношению к вам. Вы сделали все очень красиво, да, по букету. Вот этот триплет говорит о том, что вы сделали правильный выбор, и совет того мудрого человека, если, может, это мудрый человек был расклад в Ютубе, может, этот мудрый человек был просто какая-то подсказка, брошенная на ходу чужим человеком, вообще не в вашу сторону, но это была подсказка в вашу сторону, и вы принимаете это решение. Этот мудрый человек оказался просто вы. И делая правильный выбор, вы превращаете свою жизнь вот в такую сказку. Возможно, это честный человек, который встречается вам на пути, в итоге вы заключаете этот союз. Вот эта красота, такая, знаете, воздушность, легкость, игривость в вашей жизни, теперь это ваша заслуга. Интересно. Так это касательно мужчины, дорогие мои девочки. Мужчина, который заблудился в лабиринтах жизни, в лабиринтах, возможно, каких-то манипуляций людей,
Мужчина говорит о том, вернее, сейчас высшие силы вам передают такую информацию, что отсекает от себя эти препятствия и лабиринты. Вот он справляется с лабиринтом, и что? Угу. Да, теперь вместо лабиринта у нас сердечко выходит. Он справляется с трудностями, справляется с какими-то для себя неясностями, запутанностями разума. Возможно, здесь кто-то влиял на него. Тут реальное влияние на человеческий разум. Пытается кто-то запутать его. Он понимает, можно сказать, раскусил своих зловредителей. Может, это люди, которые просто в своих интересах действовали. Получилось так, что навредили его и вашим отношениям. Ну, мужчина раскрывает все эти неясности, весь этот обман в его сторону, отсекая резко этих людей от себя. Это могут быть и люди, и просто какие-то обстоятельства, да, созданные теми же людьми, просто по их незнанию, что вот они творят как-то не очень хорошо в его сторону, хотя желали вроде бы добра. Но человек понимает, что это не в его интересах и отсекает данные моменты. Он более глубоко вникает в этот процесс, более дальше видит, глубже видит эту ситуацию для себя и понимает, что далеко в подсознании у него скрыта любовь к какой-то женщине. Здесь все-таки сердце играет важную роль. Но эта любовь становится открытой обществу. То есть он ее, знаете как, из глубины своего подсознания достает на поверхность. Ну хорошо, мужчина. Но здесь нам говорят о том, что все-таки люди, вмешавшиеся в эти события, есть. Они будут судачить за вашей спиной, за его спиной. Будут препятствовать, они как гора выступают, да, как препятствие в ваших отношениях, которые хотят как-то омрачить всю эту красоту, всю эту такую чистоту намерений. Будто, вы знаете, как опорочить его в ваших глазах, вас в его глазах, вообще сами события, которые происходят между вами. И что же? Так, хорошо, теперь события, о чем нам говорят. То, что было неясно, для кого-то это может быть что-то связано с домом. Здесь, возможно, какие-то махинации проходить могли, какие-то неясности, закрытая какая-то информация касательно дома, недвижимости. Так. Да, вы будто бы что-то разглядываете для себя, то есть вы понимаете, вы больше проникаете в саму суть закрытой этой информации, какие-то, возможно, моменты для вас были закрыты именно, кем-то, конечно же. То есть что-то для себя узнаете. Эта информация открывается для вас. Вы открыли эту книгу, изучили досконально. Что-то касательно недвижимости. Вашей недвижимости. Возможно, тут, знаете, как вот такой потоком пример, как у немногих может пройти. Тут на дне колоды карта маски говорит о том, что вы разглядите тех людей, которые носили маски и скрывали от вас информацию о, например, владении вами недвижимостью какой-то, да, и вскрываются вот эти неясности, моменты. Не для многих, да, но вот такая информация здесь идет. Закрываем эти 9. Да, это что-то все-таки связано с вашим родом. С вашим родом, дорогие мои. Вы находите решение, вы находите тот ключик, когда здесь не говорится о семейных ценностях как таковых. Здесь больше говорят о том, что вот именно род, ваша семья, родственники, вот, ваши родственники были этими участниками, закрывали от вас какую-то информацию. Не у многих это проиграется, но вот для кого-то вот данная выкладка из 9 карт, она может проиграться. И для кого-то эта информация сейчас важна.
Что-то здесь, вот, возможно, с документами могло быть, потому что и вы больше рассмотрели, знаете, как вот мелким шрифтом рассмотрели, но для вас заканчивается все замечательно и удачно по солнышку, по клеверу. Вот эти все карты говорят, что что-то с недвижимостью связанное было, с документами, какие-то неправильности, развязываются в вашу сторону. То есть, грубо говоря, здесь недвижимость, она остается ваша, если она вам нужна. Если все это вместе рассматривать и соединить это с семьей, переездом, мужчиной и домом, здесь может быть завязка на чем? Когда мужчина предлагает вам переезд, и вы тоже как бы попадаете в его семью, где вот именно была эта проблема, о которой даже вы так точно, например, не знали, да, но вы открываете ключик этот. Может, подсказываете ему какие-то моменты. Но для вас тогда, даже если в этой связке, не вы одна, вот с мужчиной, здесь тоже солнышко, здесь я вижу, идет успех, удача, везение. Вам будто бы, знаете, как вот повезло, что вы открыли эту информацию случайно. Случайно прочли какой-то мелкий шрифт. И у вас появилась недвижимость. Опять же, не для многих, но вот для кого-то это проиграется. А хотите, просто загадайте для себя, и будет у вас. Еще смотрим 9. Еще смотрим 9. Так. Что нам хотели здесь сказать? Здесь играют два лица, тоже мужчина и женщина. Мужчина в более закрытой такой позиции, да, женщина в открытой позиции, потому что здесь вот в данной колоде две карты мужчины, две карты женщины. Почему? Ну, я не знаю, почему я обратила внимание, значит, это должно было быть в потоке. Что-то касательно того, что люди, которые окружали мужчину, наконец-то, здесь прежде информация о нем, то есть вы об этом можете знать, можете не знать. В жизни мужчины были какие-то люди, которые препятствовали его финансовому росту, финансовому благополучию, либо удерживали его, например, от связи с вами, у всех будет по-разному проигрываться, благодаря денежной какой-то ситуации. А в итоге он как-то, знаете, поступает совершенно по-новому для себя, принимает какое-то важное решение. Бумаги, либо сообщения, здесь может быть, вот в каком-то сообщении он понимает, что маски сорваны, да, он может вам об этом потом сообщить. Вот вы знаете, как донести эту новость, что вот эта вся игра была очень рискованная для ваших отношений, но по сути игра, которая вредила. Мы сейчас посмотрим еще по двум картам, которые остались, конечно же, всю эту ситуацию как итог для вас, для всей этой выкладки. Он поступил, как, знаете, как настоящий, вот если брать колода Таро, карта Медведь сейчас символизирует императора, да, то есть поступил как такой правильный мужчина с жесткой позицией, именно с мужской позицией, когда, возможно, подписал какие-то правильные бумаги, да, либо тоже момент с документами решен. Может быть, касательно не только нового шага какого-то для себя, но и ребенка в его жизни. Для него это тоже важный момент. Потому что вот идет такая информация, как-то не был он счастлив без вот данного события, не было счастья у него. Одну секунду сейчас. Так, продолжаем. Смотрите, еще такой поток идет, что вы понимаете, вот если касательно мужчины, что вы понимаете, что тут какая-то игра была все-таки.
Вот он вам в сообщении сообщает, да, вы смотрите на то, что вы поняли, что тут какая-то игра, какая-то нечестная, может быть, игра. Так, давайте посмотрим вот эти две карты, что нам говорят. Вам говорят о том, что действительно вы раскусили этих змей, узнали, кто они, выбрали свое правильное направление. И вы, как мудрая змейка, будете поступать теперь правильно. То есть вы нашли эту мудрость для себя и определили верное направление, верное, мудрое направление. Вот такой сегодня расклад, девочки и дорогие мужчины. Я думаю, что для многих тот, кто хотел, да, узнал для себя какие-то моменты, что-то одно из каждой ситуации взял. И посмотрим, как будет проигрываться. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду прощаться с вами. Всего доброго. С вами была ваша Юлия. Пока-пока.